На моем YouTube-канале есть немало праздничных блюд, среди которых сельдь под шубой в форме рулета. Очень рекомендую также рыбный пирог в форме рыбы, он очень эффектно смотрится на столе и готовится элементарно. И всеми любимые бутерброды с форшмаком на черном хлебушке по рецепту моей сестры, которые разбирают первыми. Это я уже не говорю и не стану перечислять, сколько сладкой вкуснятины есть на канале. И самое главное, что все эти рецепты рабочие. Все ссылочки на эти и несколько других блюд я оставлю в описании под этим видео. А сегодня предлагаю приготовить 5 не совсем обычных, но очень интересных и вкусных закусок, которые я точно буду готовить в этот Новый год. Прямо сейчас не забудьте отметить это видео лайком и подписаться, если все еще не подписаны на мой канал. Пожалуй, я начну из самого теплого для меня воспоминания, как мы с бабушкой готовили по ее кулинарной книге салат по-министерски. Но назвали это блюдо шубой по-министерски. Почему по-министерски? Потому что вместо селедки использовалась скумбрия горячего копчения, которую в те времена достать было очень сложно, и, вероятно, только министры и приближенные к ним могли добыть столь редкий дефицит. Я не буду готовить точно по тому рецепту, я сделаю свою вариацию в виде рулета. Мне такая подача больше нравится. Но вы видели сам рецепт, так что можете сделать точно так, как написано. Там тоже интересная последовательность ингредиентов. Итак, нам нужны отварные овощи. Я решила в этот раз запечь, но, уверяю вас, овощи все равно после этого остаются влажными, и лишнюю влагу с овощей придется отжимать. Так что можете не мучиться, смело отваривайте где-то 6 или даже 7 крупных морковок, 2 картофелины и 3 яйца. Я отвариваю больше яиц, так как у меня есть еще закуски, где я их использую. Под шумок я также запекаю и свеклу для другой закуски. Очищаем овощи и скумбрию, мелко режем половинку синего, желательно можно и белого лука, заливаем его холодной водой, добавив чуточку уксуса и маринуем его несколько минут. На мелкой терке натираем морковь и отжимаем лишнюю влагу. И когда все ингредиенты уже подготовлены, собираем салат. Можно это делать на блюде, но мне нравится в виде рулета. Расстилаем хороший отрез пищевой пленки и первым слоем выкладываем морковь. Тонкой сеточкой наносим майонез, затем на мелкой терке натираем 3 яйца. Яйца также покрываем тонкой сеточкой из майонеза и натираем 2 картофелины на крупную терку. Картофель должен полностью остыть, иначе он будет сильно слипаться. Далее чуточку майонеза и выкладываем отжатый промаринованный лук. Далее на лук выкладываем филе скумбрии. У меня получилось чуть более половины крупной скумбрии. Если скумбрия небольшая, то вот всю рыбку и нужно выложить, тогда рулет будет очень вкусным. Конечно же, при разборе рыбки всю мякоть прощупываем на наличие косточек и все выбираем. Теперь сворачиваем все в рулет, равномерно уплотняя. Свернуть такой рулет дело совершенно несложное. Сельдь под шубой я тоже так готовлю. И это очень здорово смотрится на столе и нарезается на порционные кусочки. Выглядит очень аккуратно и красиво. Отправляем рулет в холодильник на стабилизацию хотя бы на несколько часов. Ну или на ночь. После этого он уплотняется и прекрасно нарезается. Такая порционная подача блюда мне очень нравится. И такой шубы по-министерски я не встречала нигде, кроме как кулинарной книги моей бабушки. Мы с ней готовили именно эту шубу иногда на Новый год, и тогда для нас это было не менее чем роскошь. Все-таки счастливые обладатели копченой скумбрии. Уверяю вас, этого рецепта нигде нет в интернете, потому вы сейчас смотрите оригинальное видео шубы по-министерски. Надеюсь, она будет на вашем праздничном столе. Для следующей закуски понадобится небольшой отрез слоеного бездрожжевого теста. Также нужна будет 1 груша, которую мы нарезаем слайсами, и 1 небольшая упаковочка сыра камамбер. Сыр нарезаем вот такими кусочками и выкладываем на тесто дорожку груш, а затем дорожку сыра, чередуя их между собой. В идеальном варианте этого закусочного пирога я бы слайсы груш предварительно слегка проварила бы в сахарном сиропе, чтобы они не высохли в духовке, потому что сейчас они отправляются на запекание, и проваренные в сиропе груши выглядели бы намного эффектней. Заготовку пирога поливаем медом или любым вареньем или джемом, что у вас найдется, и отправляем в духовку на запекание до золотистого цвета. Температура около 200 градусов Цельсия, время выпечки примерно 20 минут.
Здесь очень подходят по сочетанию вкусов еще орехи. Это могут быть грецкие, пеканы или лесные орехи. И также хорошо оттеняет вкус груши, цедра, лимона. Добавляем еще немного меда и закусочный пирог готов. Конечно, из-за сыра камамбер очень хорошо его подавать именно в теплом виде. Еще более эффектной вариацией на тему сочетания груши и камамбера являются вот такие запеченные на слоеном тесте половинки груш, под которыми лежит кусочек сыра камамбер и что-нибудь сладенькое. Это может быть айвовое, сливовое, грушевое варенье или просто мед. В этот раз я решила вместо камамбера взять дорблю и пожалела об этом очень сильно. Может быть, попался какой-то невкусный дорблю, но сочетание груши и запеченного сыра с голубой плесенью мне не понравились. Все-таки здесь камамбер играет важную роль. Кстати, я думаю, что сыр типа виолы, плавленый такой, да, сыр для намазывания на хлеб, тоже очень хорошо подойдет. А дорблю не стоит запекать, по крайней мере в данной вариации, и лучше съесть его в своем первозданном виде. Отправляем эти половинки в духовку, также печем при температуре около 200 градусов Цельсия минут 20-25. Мед и варенье немножко припекается. Если мед где-то вытек и подгорел, можно это ножницами обрезать и получить вот такие эффектные, очень интересные закусочные груши, которые после полного остывания нужно посыпать сахарной пудрой, ну и цедра лимона тоже не помешает. Я еще чуть-чуть медом сверху поливаю. Оставшуюся часть теста от 600-граммовой упаковки я нарезаю на вот такие квадратики и выпекаю просто отдельно, сразу вслед за этими грушами. При той же температуре 200 градусов Цельсия, также около 15-20 минут, до красивого цвета и вот такой пышности. Для таких квадратиков можно придумать миллион разных вариаций начинок. Но одна из моих любимых с использованием печени трески и яичных желтков. Разминаем вилкой печень трески без масла, 2 желтка и 1 целое яйцо и 1 ложку творожного сыра, соль и черный перец. Вместо творожного сыра можно использовать майонез или вообще ничего не использовать. Масса и так скрепляется очень прекрасно. И вот так, раскрывая каждый квадратик, удобнее всего наполнять его, выкладывая начинку из кондитерского мешка. Сверху немножечко майонеза, чтобы приклеить к нему нарезанный зеленый лучок. Это очень вкусно, очень хрустит, остается свежим и хрустящим несколько часов при комнатной температуре. И на Новый год можно украсить огурцом в виде елочки, сняв тонкий слайс овощей чисткой и наколов его на зубочистку вот такой волной. Вдобавок к этим 3, я бы сказала даже 4, потому что у нас 2 вариации груши с камамбером закускам, я предлагаю вам еще одну интересную закуску и даже 2 варианта ее подачи, которая очень вкусная и необычная. И она шикарно подходит по такой девчачий бокал с просекко, когда хочется чего-нибудь интересного, легкого и вкусненького. Для следующей холодной закуски нам понадобится крекер. Я предпочитаю самостоятельно испечь очень вкусные крекеры с сырной ноткой. И в итоге в одном маленьком кусочке потрясающая гамма вкусов. Можно, конечно, использовать готовые. Итак, для теста натираем холодное сливочное масло на крупной терке в муку. Растираем это в крошку. Добавляем соль, 1 некрупное яйцо и 30, 40 или 50 грамм тертого пармезана. Можно использовать также другой твердый сыр. Я добавляю еще сушеный тимьян, можно добавить прованские травы, в общем, то, что вам нравится. Пармезан при замесе я забыла добавить, потому я внесла его уже попозже. Без пармезана тесто выглядит вот так, оно очень мягкое, приятное. Добавляю в свое тесто пармезан, вы добавляете с самого начала. Разрыхлитель я не использую, получаю вот такое тесто. Оборачиваю его в пищевую пленку и отправляю на полчаса в холодильник. Раскатывать можно как угодно. Я решила раскатать не очень тонко, где-то 3-4 мм. И вот такой формой для равиоли или стаканом я вырезаю будущие крекеры.
Если такой формы нет, или вы хотите сделать крекеры квадратной формы, тесто можно просто нарезать ножом или роликом для пиццы, учитывая, однако, что заготовки всегда больше готового крекера. При выпечке тесто ужимается, и крекеры получаются меньшего размера. И пока печется крекер, быстренько делаем то, с чем мы будем его есть. А именно, горсть любых подсушенных орехов, пекан, лесные или грецкие или кешью, немножко сушеной клюквы, резаная петрушка, и все это смешиваем с пачкой крем-чиза, не забыв добавить также лимонную цедру. Творожный сыр, который выбрала я, довольно-таки плотный. Если у вас в наличии слишком мягкий творожный сыр, то можете добавить еще столовую ложку семян чиа. Они прекрасно впитают лишнюю влагу, и сырная масса будет довольно плотной. Делим ее на 2 равные части, выкладываем на пищевую пленку и формируем 2 колбаски. Убираем заготовки в холодильник. Одну из них будем подавать в таком виде, а вторую обернем в бурячок. Тот самый, который мы запекали в начале видео с остальными овощами. Я выбираю самую сладкую свеклу. Всегда запекаю больше, чтобы можно было выбрать. Беру где-то 1,5 или 2 штуки. Натираю на мелкой терке. Отжимаю из нее весь лишний сок. Укладываю пластом на пищевую пленку. И оборачиваю одну колбаску в этот сладкий овощной слой. И для того, чтобы ее можно было аккуратно потом нарезать, я отправляю ее минут на 40 или на час в морозилку, чтобы бурячок подморозился. Кстати, крекер после выпечки обязан отлежаться. Если попробуете его сразу после выпечки, вам не понравится. Пока теплый, он еще слишком сухой. Ну, вот такая особенность. Одну из колбасок поливаем чем-нибудь сладеньким, у меня здесь мед, и подаем с вкусным плотненьким крекером. Это просто волшебный кусочек. Прекрасное дополнение к аперитиву. Такое тесто можно раскатать потоньше, наколоть вилкой и получить тонкие хрустящие крекеры. Из одной порции теста можно приготовить и толстенькие маленькие крекеры. Эти можно подавать с целой сырной колбаской. А также раскатать тесто потоньше и приготовить более тонкие крекеры большего размера для подачи со свекольной колбаской. Также со спокойной душой и совестью можно выложить эти сырные шайбы и на готовый крекер. Это тоже очень вкусно. В любом случае, заранее можно эти колбаски нарезать, упаковав в пищевую пленку, и при подготовке праздничного стола оформить тарелки с закусками с хрустящими крекерами. Или подготовить вот такую аппетитную доску, которая будет украшать праздничный стол и соберет самое вкусненькое. Надеюсь, что-то из этого будет на вашем праздничном столе. Желаю вам легких приготовлений, веселого празднования и очень хороших и радостных событий в новом году. Всего вам самого доброго и с наступающими праздниками!